В интернете полно советов. Чистка печени, желчного пузыря от токсинов, чистка организма от паразитов, детокс-диеты и так далее. Эти методы обещают легкость, здоровье и даже омоложение. Но давайте разберемся, насколько они действительно эффективны, а главное, безвредны ли они для вашего организма. Меня зовут Джимбад Анзанов, я доктор тибетской медицины, и в этом ролике я разберу самые популярные методы очистки организма, которые никогда не стоит выполнять. Пока я готовился к этому ролику, что только мне не попадалось. На что только люди не идут ради мнимого очищения организма от шлаков. Обязательно досмотрите до конца. Вас ждет важная информация, которая позволит вам сохранить свое здоровье. А в конце я расскажу, как на самом деле можно очистить свой организм. Первый метод, о котором я хочу рассказать, это печеночный тюбаж. Этот метод обещает очистить печень, улучшить самочувствие, похудеть. И особенно этот метод продвигается на сайтах или в YouTube-каналах альтернативной медицины. Многие гепатологи, конечно, не в восторге от этого метода, потому что если человек не понимает, что происходит с его желчным пузырем, есть ли камни, есть ли воспалительные процессы, и сразу начнет делать печеночный тюбаж, то у них могут возникнуть серьезные проблемы. Начиная от печеночных коликов, то есть пойдут камни и застрянут где-нибудь в желчных протоках, и даже до панкреатита. У меня есть ролик про желчь, можете здесь посмотреть, где я рассказывал, если камень в желчном пузыре пойдет по желчному протоку и застрянет, после того, как встречается желчный проток и проток поджелудочной железы, то возникает острый панкреатит, потому что желчь будет забрасываться в поджелудочную железу. Я, как представитель альтернативной медицины, сам не поддерживаю эту терапию, особенно если люди проводят их самостоятельно или без консультации врача. У нас в Бурятии есть санаторий, в котором я проходил и пробовал эту процедуру на себе. В итоге я не почувствовал никакой пользы. Чтобы понимать, что такое чистка печени, нужно понимать, как работает печень. У меня тоже есть ролик про печень. Это самый большой орган в нашем организме, который участвует во всех обменных процессах. Печени не нужна никакая прямая помощь. Природа устроена так, что печень сама очень хорошо справляется со своей функцией. Многие люди надеются на то, что печеночный тюбаж избавит их от жирового гепатоза. Но это не так. Жировой гепатоз исчезает только тогда, когда человек начинает правильно питаться, начинает худеть, начинает избавляться от внутреннего жира. Жир, который попал между печеночными клетками, никакой чисткой взять, вывести невозможно. И еще понятие зашлакованности печени – это абсурд. Следующий вид очистки организма – это соковые детоксы, которые широко рекламируются везде. И даже моя супруга предлагала мне пройти с ней соковый детокс. Вот как влияет реклама на людей. Как я понял, есть разные виды соковых детоксов. Это фруктово-овощной детокс. Детоксы, когда человек пьет только один вид сока. Зеленые соки, зеленые детоксы их называют. Пьют только соки зеленых овощей. В целом суть одна. Пока мы пьем соки, наш организм должен очиститься от слизи, должен отдохнуть за это время. Все оксидативные стрессы, которые есть в нашем организме, должны очиститься, и организм должен обновиться. Здесь маркетологи играют на одной такой больной точке людей. Это появится энергия. То есть многие люди страдают от недостатка энергии, от хронической усталости. На самом деле, когда вы прекратите есть, начнете пить соки, первое время будет энергия. Потому что ваш организм перестанет тратить энергию на переработку, переваривание разных продуктов. Но если вы будете на этом детоксе сидеть 2-3 недели и более, то энергия начнет постепенно снижаться. Что на самом деле происходит, когда человек пьет один сок 1, 2, 3 недели? Первое. Отсутствует сбалансированный рацион питания. Когда человек пьет только соки, в них нет достаточного количества жиров, белков. Углеводы есть. И какие-то витамины, минералы тоже есть. Но их недостаточно. Наш организм – это не только саморегулирующая система, она самообновляемая система. Но для того, чтобы этот процесс постоянно происходил, нужны организму ежедневно жиры как основа жизнедеятельности, а белки как стройматериал. Второе. Вы думаете, что вы разгружаете свой организм. На самом деле вы загружаете. Да, возможно, временно идет разгрузка, потому что вы просто перестаете есть, пьете какие-то соки, минимальная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, на пищеварительную систему. Но в
в желчном пузыре желчь начинает оставаться и концентрироваться. А когда желчь долго находится в желчном пузыре, а в желчи много холестерина, он начинает оседать и прилипать к стенкам желчного пузыря, что является начальной стадией формирования взвеси, песка и в дальнейшем желчекаменной болезни. Дальше рассмотрим желудок с точки зрения кислотности. Соки имеют свои кислоты, они очень активны. Плюс у нас в желудке все время вырабатывается соляная кислота, которая предназначена для того, чтобы бродить пищу, которая попадает в желудок. Я всегда говорю, с точки зрения тибетской медицины, мы должны сохранять и поддерживать огонь пищеварения. То есть, если несколько дней мы находимся на соках, организм понимает, что никакой еды нет, сбавляет обороты кислотности желудка, чтобы свой желудок не разъесть. А когда потом после детокса начинаем есть, желудок не может выполнить достаточно хорошо свою функцию. Рассмотрим с точки зрения поджелудочной железы и печени. Если это овощные соки, здесь воздействие минимальное. Но если это фруктовые соки, то здесь очень большое воздействие именно фруктозы. Я говорил, что фруктоза отличается от глюкозы тем, что она метаболизируется в печени. То есть фруктозу другие наши ткани не используют. И вы можете сидеть на фруктовых детоксах и при этом заработаете, например, стеатогепатоз, жировой гепатоз. Вот эти фруктовые соки, они постоянно будут качать уровень глюкозы в крови, потому что вы же другую еду не едите. И поджелудочная железа не будет понимать, как вырабатывать инсулин. И, наконец, на фруктовых соках стул у людей разжижается. Возникает жидкий стул. И многие люди это воспринимают как очищение кишечника от шлаков. Кишечник – это не трубы, в которых застревают какие-то шлаки, ржавчины и так далее. И это целый, говорят, организм даже, да, имеет сложную структуру, имеет сложную микрофлору. Эти микроорганизмы знают и умеют делать свою работу. Но здесь еще один момент. Вот желчь, она не только растворяет жиры, она еще является антисептиком для нашего кишечника. Патогенная флора нашего кишечника как бы поражается желчью, очищается желчью. А наши собственные бактерии, они более устойчивы к нашей желчи. Поймите меня правильно. Я не против соков в рамках рационального питания. Я сам их люблю. Они не только полезны, но и вкусные. Следующий вид очищения – это очищение кишечника от шлаков при помощи различных клизм. Сторонники клизмы считают, что это помогает очистить кишечник, очистить организм, улучшить стул, улучшить работу кишечника. Кишечная микрофлора – это вообще целый организм, в котором свои процессы происходят, нам неведомые. Мы знаем только, что эти бактерии кишечника, они питаются клетчаткой. Клетчатка – это нерастворимые растительные волокна, которые именно питают кишечную микрофлору. Они нам не дают никакие витамины и так далее, потому что они не растворяются. Не нужно смотреть на кишечник как на что-то очень грязное. У нас есть такое представление об этом. На самом деле это сложный орган. Взять, промыть снизу кишечник невозможно. Даже вы, делая клизму, вряд ли вы доходите до сигмовидного кишечника. Вы максимум промываете прямой кишечник и ампулу прямого кишечника. Это примерно 14 сантиметров. А длина всего желудочно-кишечного тракта 7-8 метров. Мой дедушка всегда говорил о том, что когда мы лечим заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно кишечника, запоры и так далее, нужно здесь иметь в виду, что желудочно-кишечный тракт – это единый, очень длинный орган. Как только человек жует какую-то пищу и глотает, все процессы в этом органе начинаются. Они идут друг за другом. Мы не можем взять какую-то часть желудочно-кишечного тракта отдельно, полечить, почистить и так далее. Здесь нужно подходить целостно. И в целом я не рекомендую вам играться с такими вещами, потому что микрофлора кишечника, как я уже сказал, очень сложный орган, и не только сложный, он влияет на наше здоровье в целом. И следующий метод очищения – это экстремальное голодание. Я знаю, что многие мои зрители занимаются разными видами голодания, поэтому вы на меня камни не бросайте. Я просто говорю свое видение, свое мнение. У меня есть ролик про голодание, где я рассказываю о пользе голодания, как нужно входить в голодание, какие существуют виды голодания. И я не противник голодания, поймите. Здесь я имею в виду экстремальное голодание, которое очищает организм от мнимых шлаков. Экстремальное голодание. В основном это имеется в виду сухое голодание в течение 3-7 дней.
Организм очищается. Но в это же время происходит множество вещей, которые не очень хорошо для нашего здоровья. Очень серьезно подрывается иммунная система, особенно врожденный иммунитет. Так как организм не получает никаких полезных элементов, в этот момент организм выключает жизненно неважные какие-то функции свои. Также замедляется метаболизм. Еще происходит истощение пищеварительного огня. Может, так как это голодание без воды, произойти сгущение крови, потому что плазма – это все-таки вода. Вода не поступает, плазма не разбавляется, а количество форменных элементов крови остается той же. Все это не так уж и важно. Самое важное, нужно понимать о том, что после любого голодания человек начинает есть. И здесь очень важно, как он начинает есть, что он начинает есть. Невозможно ожидать, что мы годами живем, не соблюдая правильный образ жизни, питание, и вдруг 3 или 7 дней голодаем и избавляемся от всех проблем. Так не бывает. Лучше следовать 12 месяцев сбалансированному рациональному питанию, чем 11 месяцев питаться как попало, и за 1 месяц пытаться себя очистить разными видами жесткого голодания. Вы скажете: доктор Жамба, это плохо, то плохо, голодать нельзя и так далее. А что можно? Как очистить свой организм? Я скажу, что тибетская медицина организм человека рассматривает как целостную систему, и эта целостная система, она саморегулирующая система. У нее внутри есть все механизмы внутренней саморегуляции. И не только саморегулирующая, самоочищающая система, самообновляющаяся система. 3 месяца тому назад физиологически совершенно другие клетки у меня, другой человек был. Но сейчас я уже обновился. Вся моя деятельность на YouTube направлена на то, чтобы человек поддерживал свое здоровье и очищал свой организм. Возьмите любой мой ролик, это про очищение организма. Это про сбалансированное питание, питьевой режим, двигательную активность и о важности правильного и достаточного сна. Все. Нет больше ничего, что нужно было бы делать здоровому человеку для сохранения своего здоровья и для очищения своего организма. Я действительно верю в то, что человек может жить не болея, если он будет заботиться о своем здоровье. А нездоровому человеку нужно выявить свою болезнь, вылечить. А все эти программы, детокса, очищения организма, они только могут усугубить ваше состояние. Поэтому берегите себя, будьте здоровы.